И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и просто случайные гости моего канала. Сегодня продолжение нашей поездки, нашего весеннего отпуска. И мы сегодня прокатимся на автобусе по Штутгарту. Это будет экскурсия автобусная. Вот мы уже приехали, напротив вокзала есть бюро с туристической информацией, и там продают билеты, и там оттуда же отправляются автобусы с разными экскурсиями. И мы стоим, ждем автобус и любуемся на уточек. А видео уже с этой, небольшое видео с этой экскурсии уже есть у меня на канале, но это уже более подробное будет. Я постараюсь еще кое-что сказать. Вот наш автобус уже подошел. Сейчас мы сядем. Поскольку мы стояли первые в очереди, мы заняли самые, как сказать, удобные места, где можно все хорошо рассмотреть и удобно снимать заодно. И вот мы отправляемся в экскурсию по городу Штутгарту. Сейчас мы проезжаем Государственную галерею Штутгарта. Вот слева от нас расположена она. Это один из важнейших художественных музеев Баден-Вюртемберга. Здесь находится одна из важнейших коллекций произведений искусства в Германии. Но мы еще проедем мимо этого музея. Мы сейчас там прокатимся, развернемся, будем мимо него проезжать. Первоначально этот музей был основан королем Вюртемберга Вильгельмом I как музей изящных искусств. В Государственной галерее экспонируются картины, начиная с высокого средневековья, это между поздним и ранним средневековьем, а также скульптуры, начиная с 19 века. Здесь также имеется обширная коллекция графики. А сейчас мы вот немножко проедем и остановимся на светофоре около Центра граждан и средств массовой информации земли Баден-Вюртемберг. Парламента земли Баден-Вюртемберг. Этот центр используется членами парламента для групп посетителей, а также открыт для публики по нескольким субботам в течение года. Вот эта вот как раз круглая лестница – это вход как раз в этот центр. Посетители могут узнать там о работе парламента земли, и происходят также пресс-конференции и другие мероприятия. И сейчас мы едем дальше. Тут справа расположен как раз за садом новый дворец, новый замок. И с обратной стороны замка как раз замковая или дворцовая площадь. Вот на нее выходит старый замок, новый замок. Но туда мы не подъедем сейчас, но мы позже прогуляемся там пешком. Скорее всего, это будет уже в другом видео. Вообще к Дворцовой площади автобус должен был подъехать, вот тут свернуть направо. Так, во всяком случае, запланировал на маршруте, но нам сказали, я сейчас не помню, то ли там что-то ремонтировали, то ли там из-за праздника закрыто было, я не помню сейчас уже. Поэтому мы не сворачивали туда, а поехали сразу налево. Ну, вообще из-за строек в городе маршрут несколько меняется. Здесь наш автобус разворачивается, и мы сейчас проезжаем мимо дворца Вильгельма, Вильгельм-Палас. Этот дворец построен в неоклассическом стиле между 1834 и 1840 годами для короля Вильгельма Вюртембергского. После 18 года он использовался как городской администрацией, после 1933-го иностранным институтом. В результате авианалета в 1944 был поврежден, потом перестроен в 1965 году для размещения городской библиотеки и преобразован в городской музей в 2018 году. На этой улице вот с правой стороны расположено несколько музеев, театр камерный, вот мы сейчас проезжаем, и впереди уже видно галерею государственную, которую мы уже проезжали. Вот сперва стоит это новое здание, которое пристроено к государственной галерее, и мы сейчас подъезжаем к старому, который мы видели, когда проезжали по обратной стороне улицы. Во дворе стоит памятник. Это
конная статуя короля Вильгельма, для которого, собственно говоря, который и основал этот музей. Музей изящных искусств, позже преобразованный в галерею. И мы едем дальше. Кстати, в этот раз в нескольких городах были, и везде в этих больших городах перестраивают вокзалы центральные. Вот в Штутгарте он разобранный стоит, там его перестраивают. В Мюнхене мы позже будем, там тоже весь вокзал разобран, в процессе перестройки находится. Но мы с вами едем дальше. И впереди уже видите скульптуру необычную, расположенную на площади Кернерплац. На площади Кернерплац улица сходится в форме звезды и установлена в центре скульптура Эриха Хаузера. Не знаю, что символизирует и как называется эта скульптура, но в интернете вместо названия у нее стоит номер 6-87/88. Возможно, она так и называется. Скульптура из нержавеющей стали на бетонном основании высотой 18,3 метра где-то. И постоянно она меняет свой вид из-за отражающих световых эффектов. Вот так про нее пишут. Ну, вот такой вот скульптура. И мы едем дальше. Во время нашей экскурсии мы можем выходить на различных остановках, гулять там, смотреть на достопримечательности и садиться на другой, на следующий автобус, такой же экскурсионный, как наш. Они ходят регулярно. И то есть это как бы входит в стоимость билета. И вот можно просто проехать по кругу сразу на всех остановках. Ну вот следующая такая остановка будет у музея свиней, или как свиной музей. Штутгарт – столица и крупнейший город земли Баден-Вюртемберг в Германии. Расположен на реке Некар на высоте 240 метров над уровнем моря. Город с населением на 31 декабря 2023 года 613 111 человек, а вместе с городской агломерацией это около 5,5 миллионов человек, занимает 5-е место в стране и стабильно входит в число 20 крупнейших мегаполисов Европы по ВВП. Для городского пейзажа Штутгарта характерны многочисленные холмы, виноградники, долины, зеленые зоны, а также плотная городская застройка с большой долей послевоенных зданий, старых зданий эпохи Вильгельма, фахверковых домов, различных архитектурных памятников, церквей и нескольких высотных зданий. Давайте поговорим о истории Штутгарта вкратце. В районе Штутгарта Каннштадт, слева от реки Некар, располагался Альтенбург, который был заселен уже в доисторические времена. Этот холм над бродом через реку Некар был в те времена очень важным местом. Там сходились торговые пути. Для защиты этих путей был построен римский кавалерийский форт Кастель Каннштадт, в котором размещался кавалерийское подразделение численностью около 500 человек. Вокруг форта и к востоку от реки Некар, в районе сегодняшнего старого города Бад Каннштадта, было построено неукрепленное гражданское поселение, которое выжило и продолжало расти после того, как форт был перемещен на восток. Сам Штутгарт, вероятно, был основан как конный завод Штутгартен в долине Незенбах, в 5 километрах к юго-западу от упомянутого мной выше Альтенбурга, между 926 и 948 годами, во время венгерских вторжений. Основание города обычно приписывают герцогу Людольфу Швабскому, что предполагает период после 945 года. Хотя новые археологические находки показывают, что здесь существовало фермерское поселение по меньшей мере середины 8 века. Выбранное место было идеальным для разведения лошадей из-за природных условий бассейна долины.
закрытого с 3 сторон, но в отличие от Брода-Никар, было довольно неблагоприятным для развития более крупного поселения. Но позднее, благодаря выбору Штутгарта в качестве королевской резиденции, город получил свое дальнейшее развитие. Поначалу поселение около конного завода, получившее статус города в 1219 году, доставалось разным владельцам. Кстати, гербом города с тех времен так и остался черный конь на желтом фоне. В 1251 году в качестве приданного дочери Германа V Церингена Мехтильды Штутгарт достался графу Вюртемберга Ульриху I. Под властью Вюртембергского дома город находился до 1918 года. В разных источниках по-разному, но где-то в 1321 году Штутгарт стал столицей графства Вюртемберг, а в 1495 году герцогство Вюртемберг, в 1703 курфюршество Вюртемберг, а через 3 года, в 1806 году, королевство Вюртемберг. Как вы могли заметить, принадлежность Штутгарта к Вюртембергу не менялась, менялся лишь статус Вюртемберга от графства до королевства. После Ноябрьской революции 1918 года в Германской империи королевство Вюртемберг было ликвидировано. Король Вильгельм II отрекся от престола 30 ноября 1918 года. На территории бывшего королевства была провозглашена Народная республика. После принятия 25 сентября 1919 года Конституции государства, а затем и Веймарской конституции, Вюртемберг стал федеральной землей в составе нового немецкого государства. После прихода к власти нацистов в Германии в 1933 году был совершен захват контроля с последующей ликвидацией всех ненацистских организаций. Вюртемберг и все другие федеральные земли были де-юре упразднены. После Второй мировой войны в 1945 году из северной части бывшего народного государства Вюртемберг и северной части бывшей республики Баден, оказавшейся после войны в американской зоне оккупации, была создана земля Вюртемберг-Баден со столицей в городе Штутгарт. При этом южная часть бывших Вюртемберга и Бадена оказались во французской зоне оккупации, и на их территории были созданы земли Вюртемберг-Гогенцоллерн и Баден. В 1946 году Вюртемберг-Баден принял Конституцию, а в 1949 году на правах федеральной земли вошел во вновь образованное государство Федеративную Республику Германии. В 1952 году произошло объединение 3 земель ФРГ. Это Бадена, Вюртемберг-Бадена и Вюртемберг-Гогенцоллерна в землю Баден-Вюртемберг, существующую сегодня. Мы сейчас проезжаем район Штутгарта-Гайсбург, и вот впереди показался газовый завод. Сам газовый завод не так заметно, как его вот это вот цилиндрическое вот это здание высокое, газовый котел этого завода. Газовый котел на этом месте был построен в 1928-1929 годах. Но во время Второй мировой войны, несмотря на камуфляжную окраску, он был полностью уничтожен в результате авианалета. И на его месте построили по тем же размерам, что и оригинальный котел, построили вот этот вот сейчас, который вы видите. Он был введен в эксплуатацию 2 ноября 1949 года, имеет высоту 102,5 метра, диаметр 69 метров и вместимость 300 тысяч кубических метров. Он построен по функциональному принципу дискообразного газового резервуара, если вам это о чем-то говорит. Является охраняемым техническим памятником. Но уже 23 августа 2021 года было объявлено, что этот котел выводят из эксплуатации к 31 августу. И вот с 2021 года этот котел уже не работает. А что с ним будет дальше, в настоящее время все еще обсуждается. Существуют разные проекты, кто что норовит придумать, но пока еще никакой информации о том, что там будет дальше, нет.
свиной музей, самый, пожалуй, необычный из музеев Штутгарта. Здесь все вращается вокруг свиней. От зоологии до искусства, от культуры до мифологии. Музей свиней расположен в историческом здании бывшей штутгартской скотобойни. Это частный музей, посвященный искусству и культурной истории, связанной со свиньями. С тех пор, как в 2010 году музей переехал в столетнее административное здание в стиле модерн, которое раньше было скотобойней в Штутгарте, Гайсбурге районе, более 50 тысяч экспонатов были представлены на площади более 800 квадратных метров, более чем 27 тематических залах. Тут есть даже перед музеем всевозможные скульптуры, фонтанчики, автобусы, что только нет в форме свинок. Тоже любопытно посмотреть. Наша экскурсия продолжается, и мы отправляемся к следующей остановке нашего экскурсионного маршрута. Эта остановка будет около музея Mercedes-Benz. Сейчас мы переедем по мосту через реку Некар и продолжим нашу экскурсию. Впереди нас уже показалась Porsche арена, мы будем мимо нее проезжать. Это многоцелевая арена, расположенная в Некар-парке. Арена расположена рядом с другим хале, это Ханс Мартин Шляер хале, и их объединяет общее фойе. Porsche арена открылась 27 мая 2006 года, и чтобы рефинансировать расходы на строительство, еще до начала строительства планировалась продажа прав на наименование. Porsche AG приобрела права на наименование за 10 миллионов евро в аренду сроком на 20 лет. Эта арена имеет размеры 135 на 95 метров с 4 полными этажами и общей площадью 9400 метров квадратных. В зависимости от мероприятия, Porsche арена может вместить до 7500 зрителей. Вообще 6000 сидений установлены постоянно. Короткие сроки переналадки позволяют гибко использовать арену для гандбола, баскетбола, волейбола, тенниса, настольного тенниса, хоккея с шайбой, танцев, хоккейных ревью, ежегодных общих собраний, партийных конференций и корпоративных мероприятий. Помимо спортивных мероприятий, на арене также проводятся концерты.
А сейчас мы проезжаем мимо МХП-арена. Эта арена носит теперь название Mercedes-Benz Arena. Но про нее я вам расскажу чуть позже, когда мы будем ехать от музея обратно. И вот наш автобус подъезжает к музею Mercedes-Benz. Автомобильный музей Mercedes-Benz является частью целого комплекса, расположенного на одной территории, в который входит штаб-квартира концерна Daimler AG, магазин ретро и современных автомобилей марки Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Arena – это домашний стадион футбольного клуба Штутгарт и другие объекты. Это один из самых больших корпоративных музеев мира и самый посещаемый музей Штутгарта по состоянию на 2015 год. Ну, у автобуса здесь будет остановка, можно выйти, пойти в музей, и поехать уже потом на другом автобусе. Но музей это достаточно длительное мероприятие, для этого надо делать отдельное видео, а мы с вами на автобусе поедем дальше. Сейчас мы проезжаем мимо футбольного стадиона. Этот огромный стадион – это домашняя арена футбольного клуба Штутгарт, который с 2008 года на ближайшие 30 лет получил название Mercedes-Benz Arena. Mercedes-Benz купил права на название. С 1933 года, когда был построен этот стадион, уже несколько раз менял свое название. Вот очередное название у него Mercedes-Benz Arena. Тогда заключили спонсорское соглашение, и чтобы перестроить этот стадион, как бы часть суммы была вот за название была получена около 20 миллионов евро. Собирались это перестроить, его уже перестроили, конечно, убрали беговые дорожки, сделали стадион исключительно футбольным и за счет того увеличили количество зрительных мест до 60 тысяч. Легкоатлетическая ассоциация Вюртемберга протестовала против этого, но перестройка все равно произошла, этот стадион перестроили. Вот последний раз в 2008 году там проходили финал чемпионата мира по легкой атлетике, и с тех пор это чисто футбольный стадион. Но после этого уже была еще другая перестройка, его готовили к чемпионату мира по футболу 2024 года. Но тут уже имя уже не меняли. А мы сами едем дальше.
В экскурсионных автобусах бывает по-разному. Бывает, на весь автобус по громкой связи рассказывают о истории города, бывает через наушники. Иногда в наушниках достаточно много языков, иногда 2-3, как повезет. В этот раз тоже было несколько языков. По-моему, мы слушали на немецком. В этот раз не буду точно говорить, не помню. И все, что нам рассказали, конечно, не упомнишь. У меня не настолько феноменальная память, поэтому пришлось потом вспоминать, искать в интернете информацию, уточнять, что говорили нам и что интересно еще могу я вам рассказать. Но кроме того, чтобы вот эти основные пункты, которые мы ехали на автобусе, мы, конечно, еще ехали и по городу, и смотрели по сторонам, и вы тоже можете посмотреть по сторонам, увидеть для себя что-то интересное. Через Штутгарт проложено 3 таких экскурсионных линии, экскурсионных маршрута. Мы выбрали для себя синий тур, так назывался он. Был еще зеленый тур, он проходил по юго-западу Штутгарта, и был еще винный тур, он туда восточнее, в восточной части Штутгарта был. На него можно было, на винный тур можно было пересесть около музея Mercedes-Benz. Там они пересекаются, эти маршруты. А с зеленым маршрутом пересекается как раз вот в начале, откуда мы стартовали, в информационный центр. Вот там несколько пунктов не пересекаются как раз этих двух маршрутов. Ну, мы выбрали вот этот самый длинный маршрут, мы по нему ездили. Вообще на этом маршруте 8 остановок запланировано. Нам, в принципе, нравится, когда мы приезжаем в новый город, прокатиться на автобусе по городу, на экскурсионном автобусе, и как бы посмотреть общее впечатление о городе сложить. Единственное, где нам не понравилось, но это еще будет у меня в другом видео, это в Мюнхене нам не понравилось. Там тот маршрут по центру, который мы выбрали, был... Там, в принципе, ничего не видно было с автобуса, и там не стоило ехать на нем. Но это уже будет другая история. Следующий пункт поездки экскурсионного автобуса будет в Травентин парк. Там можно будет сделать винные пробы, попробовать вина. Там еще со времен римляне выращивали виноградники в том месте. Это еще с тех времен повелось. Так сказать, винный район.
Когда мы поехали в отпуск, а я напомню, это было в апреле месяце этого года, обещали прохладную довольно и очень дождливую погоду. Но погода нас не подвела. Смотрите, какое солнечное небо. И было тепло, мы сняли кофту, мы сходили с короткими рукавами. Было больше 20 градусов тепла. И видите, как солнечно, абсолютно сухо в этот день. Да и весь отпуск погода нас баловала. Дожди были, но в основном, когда мы уже возвращались домой вечером. Так что нам они нисколько не мешали. И мы с вами подъехали к следующей остановке. Здесь расположена винодельня Weinfaktum Bad Cannstatt. Бад Канштадт — это старейший район Штутгарта. Он основан задолго до появления самого Штутгарта. Здесь бьют 19 минеральных источников. Здесь Готлиб Даймлер изобрел автомобиль. Именно здесь римляне начали выращивать виноград около 100 года нашей эры. Богатыми питательными веществами склоны из ракушечника тянутся вдоль реки Никар, где еще в средние века были высажены террасные виноградники. Канштаттер Цукерберг особенно подходит для виноградарства. Здесь находится виноградник Цукерле, известный далеко за пределами региона. Местные сорта винограда прекрасно созревают в мягком климате вдоль реки Никар. Можно здесь выйти, посетить винодельню, можно сделать пробу вина, можно купить себе местного вина. А мы с вами направляемся дальше, к следующему пункту нашей экскурсии. Во время этой поездки достаточно, на большом расстоянии находятся эти пункты. И мы едем через город по старинным кварталам, по более современным кварталам. Можем посмотреть на город Штутгарт с разных сторон. У нас сейчас там, где мы подъедем, будет прекрасный панорамный вид на город сверху. Тоже очень красиво посмотреть, интересно.
Вот наш автобус поднялся наверх на гору. Вот отсюда уже открывается прекрасный вид на Штутгарт. У нас еще будет как бы остановка, чтобы мы смогли оценить масштабы и красоту города Штутгарта сверху. И заодно как бы сделать фотографии. Ну, кому фотографии, кому видео. И полюбоваться на город.
наш автобус замедляет скорость, чтобы мы могли спокойно насладиться видом города. И мы сейчас сделаем остановку, и можно будет сделать фотографии, видео, как бы, и просто полюбоваться на город сверху. А сейчас вот мы будем проезжать мимо китайского сада Штутгарта, Chinesische Garten. Это такой сад со смотровой площадкой, расположенный тут на полпути к вершине холма. Ну, отсюда открывается прекрасный вид на центр города. Сад этот, как пишется в интернете, открыт для жителей и гостей города ежедневно и бесплатно. Так что будет там, можете посетить. Возможно, это интересно.
А вот впереди вы видите здание с башенкой. Здесь расположен музей. Музей имени Линдона. Это государственный музей этнографии, один из самых значительных этнографических музеев в Европе. Музей делится на 7 основных частей. Это Африка, Мусульманский Восток, Восточная и Южная Азия, Латинская и Северная Америка, а также Океания. Наряду с постоянными выставками, посвященными внеевропейским этносам, музей постоянно организовывает специальные выставки еще. И вот, дав такой приличный круг по городу, мы снова вернулись в центр города. Сейчас перед нами покажется вокзал, который находится в процессе перестройки, как мы видели уже в начале, оттуда, откуда начиналась наша экскурсия. И мы снова подъедем к этому месту, откуда начиналась экскурсия, выйдем из автобуса и пойдем уже гулять пешком по центру города, зайдем на Дворцовую площадь или Замковую площадь. Но это уже будет не в этом, а в другом видео. А сейчас мы подъезжаем как раз к своей парковке, и на этом будем заканчивать наше сегодняшнее видео. Всем здоровья, мира и добра. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.